Всем привет! Сегодня мы с вами будем вязать балаклаву с ушками. И это универсальная модель, поэтому можно ушки и не делать, оставить просто так. Ну что ж, давайте приступать. Всем желаю приятного вязания. Сегодня буду использовать пряжу Газал Викинг. Здесь 70% акрила, 30% шерсти и на 100 грамм 100 метров. Буду использовать крючок номер 5. И эту пряжу можно заменить на плюшевую или на пряжу со схожим метражом. Теперь берем нить и располагаем ее вот таким образом. Нам нужно сделать кольцо. Для этого я поворачиваю ниточку, делаю вот такую петельку, немножечко побольше оставлю нить, и ввожу пальцы вот в эту получившуюся петельку и нить подтягиваю. Обе ниточки держу и вытягиваю петельку. У нас она должна затягиваться с помощью вот этой нити. Далее берем крючок, оставляю побольше отверстия, ввожу крючок и беру рабочую нить. Вот таким образом и ее подтягиваю. И набираю 3 воздушные петли. Набираются они вот таким образом. Первая, подхватываю нить, вторая петля и третья петля. Далее делаю накид. Теперь мы будем вязать столбиками с одним накидом. Накид делается вот таким образом. Теперь ввожу крючок внутрь круга и подхватываю нить. Вот у нас рабочая нить, мы ее подхватываем. Теперь у меня на крючке 3 петли. Мне сначала нужно провязать 2. Для этого я подхватываю нить и прохожу через первую и следующую петлю. Теперь у меня на крючке 2 петли, и мне их нужно опять же провязать. Подхватываю нить, провязываю первую и сразу вторую. Вот эти 3 воздушные петли у нас будет имитировать один столбик с накидом, и у нас получается, что 2 уже готово. Давайте еще раз покажу, как делаем столбик с одним накидом. Для этого делаем накид, завожу крючок вот таким образом. Далее ввожу крючок внутрь круга и подтягиваю нить. Вот у нас рабочая нить. Подтянули. На крючке 3 петли. Я провязываю сначала 2. Первая, вторая. И далее подхватываю нить. Провязываю еще 2 петли оставшиеся. У нас готово 3 столбика. Опять накид. Ввожу крючок внутрь круга. Нить вытягиваю рабочую. На крючке 3 петли. Подтягиваю нить и провязываю сначала 2 петли. На крючке осталось опять же 2 петли. И еще 2 петли провязываю. У нас готово 4 столбика. И последний раз показываю более подробно. Накид, крючок внутрь круга. Вот у нас идет рабочая нить. Мы ее подтягиваем. Провязываю 2 петли. И далее еще 2 петли. Теперь вяжем, пока у нас не получится 12 столбиков, а у нас уже провязано 5. И у нас должно получиться вот так. Мы затягиваем кольцо до конца. Далее нам необходимо найти 3 воздушные петли, которые мы с вами делали в начале. Вот они, вот первая, вторая и вот третья. Я ввожу крючок вот сюда, подхватывая вот эту одну ниточку.
И теперь мне нужно сделать соединительный столбик. Делается он вот таким образом. Вот моя рабочая нить. Я ее подхватываю, вытягиваю через эту петлю и далее протягиваю через ту, которая у меня уже до этого была на крючке. Вот таким образом. И в конце каждого ряда мы будем делать такой соединительный столбик. Далее я опять же набираю 3 воздушные петли. Это делать мы будем в каждом ряду. Первая, вторая и третья петля. Мы приступаем ко второму ряду, и здесь мы будем провязывать все прибавки. Прибавка — это когда в один столбик с накидом провязывается 2 столбика. То есть наши 3 воздушные петли имитируют один столбик. Значит, сюда же я провязываю еще один. Делаю накид. И вот сюда же ввожу крючок, нить подтягиваю и провязываю столбик. То есть мы с вами будем вязать только столбиками с одним накидом. Далее мне нужно ввести крючок вот сюда, в эту косичку. Но изначально делаю накид. Завожу крючок вот таким образом, подхватывая обе петли, нить вытягиваю и провязываю столбик. Сначала прохожу через 2 петли, далее еще через 2. И так как у нас ряд состоит только из прибавок, значит я сюда же провязываю еще один столбик. Опять делаю накид, ввожу крючок сюда же, нить вытягиваю и провязываю столбик. И продолжаю таким образом до конца ряда. Делаю накид, нахожу следующую петлю, провязываю сюда столбик с одним накидом и сюда же провязываю второй столбик. Делаю накид, нахожу эту же дырочку, ввожу крючок и провязываю второй. Всего у нас должно получиться 24 столбика, включая вот эти 3 воздушные петли. Продолжаем до конца ряда. По завершению второго ряда должно получиться вот так. И мы опять делаем соединительный столбик. Нахожу третью воздушную петлю. Вот первая, вторая, третья. И ввожу сюда крючок. Делаю соединительный столбик. Вот таким образом. Опять набираю 3 воздушные петли. Первая, вторая, третья. И сюда опять делаю еще один столбик. Таким образом у нас получается прибавка. Теперь мы будем вязать следующим образом. Будем провязывать прибавку, далее один столбик с накидом. Потом опять прибавку, опять один столбик. И так до конца ряда. То есть делаю накид, нахожу следующую петельку, ввожу крючок, делаю столбик с одним накидом. И сюда уже больше не провязываю. Нахожу следующий столбик, делаю прибавку. Для этого провязываю 2 столбика с одним накидом в одну петлю. И продолжаю так до конца. Третий ряд завершила. Здесь получается 36 столбиков с одним накидом. Включаю 3 воздушные петли. И вообще мы в каждом ряду будем прибавлять по 12 петель. И опять делаю соединительный столбик. Набираю 3 воздушные петли. Вторая, третья. Сюда же провязываю следующий столбик, то есть делаю прибавку. И теперь мы будем вязать таким образом. Сначала делаем прибавку, далее 2 столбика. Потом опять прибавку. И далее опять просто 2 столбика. Делаю накид, нахожу нашу петлю, делаю 1 столбик. Далее опять накид, нахожу следующую петлю и сюда провязываю следующий столбик. И все, и теперь опять прибавка
и 2 столбика. Таким образом вяжем опять же до конца ряда. Это у нас уже 4-й ряд. 4-й ряд завершила. У нас получается 48 столбиков с одним накидом. Опять делаю соединительный столбик. И теперь мы будем вязать следующим образом. Набираю 3 воздушные петли подъема. Сюда же провязываю опять прибавку. И далее мы будем вязать 3 столбика с одним накидом, потом опять прибавка. То есть каждый раз мы будем прибавлять по одной петле перед прибавкой. Первый столбик провязала, провязала второй столбик и третий столбик довязываю. Далее вяжу прибавку и опять 3 столбика. Таким образом вяжем до конца ряда. 5-й ряд завершен. У нас получается 60 столбиков с одним накидом. И теперь мы прибавки делать не будем. Я набрала 3 воздушные петли и сейчас начну вязать уже сразу в следующий столбик. То есть нам нужно провязать несколько рядов просто столбиками с одним накидом без каких-либо прибавлений. Вяжем, пока длина нашего полотна не дойдет примерно до бровей, то есть можно примерить, посмотреть. То есть прибавления мы здесь уже не делаем, вяжем просто по кругу. Я провязала 6 рядов просто столбиком с одним накидом, и сейчас мы будем делать отверстия для глаз. Я провязываю 18 столбиков с одним накидом. Не забываем, что 3 воздушные петли подъема у нас также считаются за один столбик. Поэтому я приступаю ко второму. И теперь вяжу, пока не будет готово 18 столбиков. Провязала, и теперь нужно набрать 25 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая. И набираем количество петель чуть больше, чем 1/3 от общего количества петель. Набрала цепочку из воздушных петель, и теперь нам нужно отступить 24 столбика от последнего провязанного и туда уже провязывать столбики с одним накидом. И начинаю отсчитывать. Вот у нас 1, 2, 3, 4, 5. И считаю так до 24-го, в 25-й мы уже начнем провязывать. Я вот так иголку сюда вставила, чтобы знать, где у меня 25-й столбик. Теперь делаю накид и сюда провязываю столбик с одним накидом. Вот так у нас должно получиться. И теперь вяжу столбиками до конца ряда. У нас здесь тоже должно получиться 18 столбиков. Далее опять приступаю к круговому вязанию. Провязываю 18 столбиков до нашей цепочки воздушных петель. Здесь без изменений. И далее мы приступаем к вязанию по воздушным петлям. Делаю накид и завожу крючок за стенку воздушной петли. Вытягиваю и провязываю как обычный столбик с накидом. Далее опять делаю накид. Вот у нас следующая воздушная петля. Завожу крючок вот сюда за одну стенку и далее провязываю столбик. Опять делаю накид. Вот у нас следующая петля. Завожу сюда крючок и провязываю столбик. Провязали, и дальше здесь уже продолжаем. И далее вяжем по кругу без изменений, примеряем и смотрим, какая длина вас устроит. И после разделения я провязала 9 рядов. Первый мы с вами начинали. У меня всего получилось 15 сантиметров. Далее, для того, чтобы у нас балаклава могла снизу затягиваться, мы сделаем шнурок. Для этого берем нить. Так же, как в начале вязания, делаем петлю.
И теперь будем набирать цепочку из воздушных петель. Мы с вами их набирали, когда провязывали каждый ряд. И цепочка из воздушных петель должна равняться обхвату нашей балаклавы плюс около 10 сантиметров. И у нас вот так должно получиться. То есть, когда мы провяжем все воздушные петли, нить вытягиваем и ее подтягиваем. У меня всего получилось 105 воздушных петель. Далее я возьму маркер. Вы можете взять то, что удобно, то, что есть под рукой, может быть, какую-то булавку, для того, чтобы мы сейчас смогли этот шнурочек вставить. Вот таким образом. Теперь перехожу вот сюда. У нас здесь с вами идет шов. Вот так он выглядит. И теперь я с помощью этой булавки вот таким образом начинаю вводить наш шнурок. Получается так, что у меня шнурок находится сверху одного столбика и снизу другого столбика. Должно получаться вот так. Далее, опять же, вот таким образом прохожусь через все столбики. И вставили наш шнурок. Вот эти ниточки можно дополнительно закрепить, то есть сделать узелки и обрезать. Далее приступаем к вязанию ушей. И они вяжутся точно так же, как мы вязали саму балаклаву. То есть провязываем первые 3 ряда точно так же, как мы с вами вязали само полотно балаклавы. Далее я набираю 3 воздушные петли. И мне нужно провязать ряд без прибавлений, то есть просто в круговую, провязывая в каждый столбик по одному столбику с накида. И все. Вяжем такие 2 детали. У нас должны получиться 2 вот такие детали. И ниточку вот здесь мы обрезаем и вытягиваем. Дальше будем с помощью нее пришивать. Мы приступаем, мне кажется, к самому сложному. Это пришивание ушек. И берем нашу деталь. Вот эту ниточку от начала вязания мы прячем в само полотно. Вот таким образом. И можно сделать вот так узелок. Далее ее еще спрятать и обрезать. После этого обрежем ее. Теперь я вам дам схему, где я креплю уши. Далее разворачиваю полотно вот таким образом. От вот этого разреза отступаю 5,5 сантиметров. Далее от начала вязания отсчитываю 8 рядов. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. И вот на этом уровне креплю деталь уха. При этом у нас ниточка должна вот здесь располагаться, чтобы мы сейчас могли пришивать. С помощью иголочки креплю. А конец шва у нас будет на уровне 3 ряда. Отсчитываю вот 1, 2, 3. В конце 3 ряда вот здесь вот креплю 2 иголкой ухо. Теперь берем саму нить, вставляем ее в иголку. У меня вот такая пластиковая. Нужно найти иголку с большим ушком. И теперь приступаем к пришиванию. Иголочку можно уже снять. И далее подхватываю само полотно. Дальше ввожу иголку вот в эти 2 петли. Далее опять в само полотно и деталь ушка. Опять в полотно и подхватываю ухо. И так до конца. И вот мой последний стежок. Дальше вот эту иголку можно вытащить. И для того, чтобы ухо лучше держалось, можно вот здесь
внутри проложить еще шов. То есть вывожу вот сюда иголочку примерно через ряд. И также здесь прошиваю. Нить у нас также от клубка, поэтому здесь швов не будет видно. И таким образом дополнительно креплю ухо. Далее нить вывожу внутрь полотна, и мы будем уже там их закреплять. Вот так у нас должно получиться. После этого можно украсить цепочками, бусинами и вообще всем, чем хочется. И я просто прикрепила вот сюда цепочку, у меня оставалась, и вот сюда одну. А на этом сегодня все. Если вам понравился ролик, то ставьте палец вверх и не забудьте подписаться на канал. Всем пока!